Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Итак, тема сегодняшнего расклада, конечно же, недельный прогноз. На этот раз мы рассматриваем неделю с 6 по 12 января. Итак, по традиции смотрим важное событие этой недели. Важное событие этой недели. Я извиняюсь, у меня тут на руке, как говорится, травма. Готовила, с духовкой не подружилась я, обожглась. Ладно, надеюсь, что вам сильно так прям не будет, да, прям в глаза бить. Извиняюсь, конечно, что я должна работать в таком состоянии. Ну ладно, смотрим. Работа, карьера, профессиональная деятельность, конечно, смотрим для тех, для кого актуально. Ну, иногда бывает такое, что выходит, что вам не до работы, что вы в отпуске, у вас праздник и так далее, да. Итак, классическая Таро Эйта расскажет нам о сфере денег. Что с деньгами? Что с деньгами? Угу. Ну и, конечно, личная жизнь. А в самом конце я буду выкладывать одну карту для того, чтобы мы посмотрели на неожиданное событие на этой неделе. Ну и, конечно, хочу поздравить всех с наступающим Рождеством. Я тоже отмечаю это Рождество именно с 6 на 7. Так что удачи вам, счастья, любви, мира и гармонии. Так, все. Личная жизнь для тех, кто в паре. Личная жизнь для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске, для тех, кто в паре и для тех, кто в поиске. Третья колода у меня уже наготове, мы ее будем рассматривать в самом конце на неожиданное событие. Еще раз повторяю. Выбираем, определяемся, а я просто проверю, все ли ровно. Как ни странно. Ну что, давайте, начинаем. Итак, важное событие недели с 6 по 12 января для первого варианта. Что здесь у вас? Вы знаете, с кем-то из родственников будете договариваться. Может быть, о какой-то встрече, может быть, о переезде, может быть, о какой-то поездке. Может быть, кто-то к вам приедет. Разговор будет по телефону, но разговор будет очень важный. Кстати, вы можете принять решение при обычном разговоре, ну вот позвонили кому-то из родственников, вроде бы поздравить, вроде бы поболтать, а оказывается, что этот человек не прочь бы к вам в гости приехать, или он вас неожиданно к себе пригласит, и вы начнете обговаривать встречу. Еще кто-то из родственников захочет с вами помириться, если у вас были напряженные отношения. То есть на этой неделе у вас прям появится шанс помириться, наладить отношения и так далее. Что еще? На этой неделе вы можете узнать, что у вас в роду должен быть кто-то родиться или кто-то женится. То есть это будет приятное событие. Почему? Потому что снегири – это всегда волнительные, приятные события, которые приходят к вам как новость, как какая-то информация. Ладно, давайте пока посмотрим. Еще, кстати, единственное, что вы можете узнать, если все-таки не связано с родом, с родственниками, получить хорошую новость о том, что вам дают хорошую работу на длительный срок. Ну, например, берут вас в какую-то организацию или вас повышают, но делают вам прям такой длительный контракт. Угу. Ух ты. Ну вот, кстати, между прочим, со сферой работы может проиграться важное событие этой недели. Почему? Потому что карта звезды говорит о том, что то, о чем я мечтала, наконец может свершиться. Еще кого-то могут отправить в командировку, и вы об этом узнаете от начальства. Кому-то могут подписать приказ о повышении, а кто-то найдет очень хорошую работу, которая на самом деле вас порадует. Понимаете, карта мира – это расширение возможностей, это исполнение желаний. Желание, которое вы давно мечтали. Посмотрите, звезда, мы смотрим на звезду, мечтаем, любуемся ею, да, но дотянуться мы никак не могли.
Пришло время, когда вы сможете до нее дотянуться. На этой неделе выпадает вам огромный шанс получить желаемое. Еще, кстати, ну, может быть, кому-то одобрят отпуск, а кто-то будет в поездке. То есть для вас сфера работы – это, наконец, долгожданный отпуск. Кто-то его может провести за границей или у моря, кстати. Так, ну что? То есть далеко от работы. Звезда – это еще расстояние. То есть я на этой неделе буду далеко от работы, и мне будет вообще не до работы. Ну, а кто ищет работу, кстати, вы можете найти. Найти и получить хороший шанс. Так, смотрим дальше. Деньги. Деньги есть, кстати, кто-то побалует себя, кто-то позволит большего, кто-то будет тратить на удовольствие. Ну, у меня такое ощущение, что здесь вы прям, вы знаете, как будто бы вы в отпуске. Почему? Потому что деньги тратим легко, с удовольствием на то, что нам доставляет радость и то, что нас наполняет. По королеве кубков кто-то может вложиться в свою внешность, кто-то может приобрести новый гардероб, да, то есть побаловать себя вещичками, ну а кто-то может побаловать себя по жезловой энергии какой-то электротехникой. Не знаю, там что-то купите, может, Dyson прикупите. Вот такая неделя, но деньги идут. Деньги идут. Кстати, вот кто работает на себя, еще одна трактовка, вернемся, да, в работу. Кто работает на себя, у вас повысится доход благодаря хорошему потоку клиентов. То есть на этой неделе вы очень хорошо подзаработаете, потому что вы будете признаны, к вам будут тянуться, к вам будут обращаться, и вы с удовольствием сможете принять всех. Ну и благодаря этому придут ваши деньги. Ну а еще тут деньги могут быть на ребенка потрачены, но с удовольствием. То есть те покупки, которые вы произведете на этой неделе, они будут удачными. Ну вот прям удачными. Так, смотрим дальше. Личная жизнь для тех, кто в паре. Ну, здесь у вас дьявол выпадает, это говорит о том, что злиться будете, или у вас будет очень много интима. Также ваш партнер или вы можете соблазнить вашего партнера. Ну, например, да, что-то пообещать для того, чтобы получить желаемое. Так. Угу. Но здесь я вижу королева мечей, которая пытается решить какую-то проблему в личной жизни, в отношениях, но пока ей это удается тяжело. Почему? Потому что партнер не соглашается, партнер не признает свою ошибку, партнер не пытается принять ее условия, ведет себя как дурак. Вот честно могу сказать, да, но не хочет он вас слышать, делает вид, что все хорошо, на самом деле есть проблемы, которые нужно решать. И вы захотите прояснить, но мужчина на этой неделе, к сожалению, будет к этому не готов. Поэтому переложите эту ситуацию на потом, а, как говорится, да, может быть, на следующей неделе это будет более продуктивно. Еще здесь, если вы с кем-то поругались, и у вас была пауза, появится мужчина, но не так, как вы ожидали. То есть появится легко, как будто бы ничего и не было, без выяснения отношений. Вам это не понравится. Так, для тех, кто в поиске, паж кубков. Паж кубков говорит о том, что будет какая-то симпатия. Вы обратите на кого-то внимание, но дело в том, что пока это только начало. Паж кубков у нас тут с королем мечей. Ну, или в вашу жизнь войдет мужчина, король мечей, который будет конкретно... Ну-ка, что он будет вам тут предлагать? Ну, предлагать вам, да, вступить в отношения в серьезные. То есть мужчина тут ищет у вас серьезные отношения. Он вам четко это скажет. Король мечей – это может быть мужчина воздушного знака зодиака, это близнец, весы, водолей, солнце или асцендент, но не факт. Он просто такой решительный, прямолинейный, уверенный в себе. Кстати, для кого-то может проиграться бывший, который вернется неожиданно для того, чтобы предложить вам серьезные отношения. Но здесь как будто он прям конкретно, да, я хочу женщину для серьезных стабильных отношений, мне не нужны какие-то легкие отношения, я устал был быть в отшельнике. То есть мужчина здесь конкретно подумал, созрел, осознал и готов действовать. Ну, принимать, не принимать – это дело ваше, но он появится. Он появится, так что с кем-то вы будете общаться. Ну, вы рассмотрите предложение, подумайте. Не торопите события, попытайтесь присмотреться.
Как говорится, только по поступкам мы можем узнать, искренен ли человек. Но по картам показывает, что он, в принципе, достаточно уверен в том, что он предлагает. Ладно, смотрим. Неожиданное событие на неделе 6 по 12. Но здесь или приятное событие, приятная новость, или же признание в любви. Приятное знакомство. Вообще, вы знаете, вы на этой неделе не ожидали получить или столько новостей, или же то, что вас порадует. Именно, может быть, какая-то сфера наполнит вас счастьем, какой-то человек, неожиданная новость, да. То есть неожиданная новость, которая, в принципе, вас прям не то что порадует, а наполнит каким-то вот счастьем. Да, это маленькое какое-то счастье, но, по крайней мере, оно приятное. Ну что, удачи вам, всего вам самого хорошего. А мы переходим к двоечкам. Здравствуйте, мои хорошие двоечки. Я еще раз поздравляю всех, кто отмечает Рождество 6 на 7. Поздравляю, счастья вам, удачи и, конечно, любви в ваше сердце. Я хочу, чтобы все жили мирно и любили друг друга. Итак, смотрите. Неделя с 6 по 12 говорит нам о том, что вы тут заикаритесь с неким персонажем. У вас появляется мужчина, медведь, который будет подбирать то ли ключи к вам и пытаться предложить вам серьезные отношения, то ли, вы знаете, это может касаться сферы работы. Например, начальник вам будет предлагать стабильное место работы, или работодатель, но при этом вы будете как будто бы обговаривать контракт. И вот то, что вы обговорите, то, что вы решите, то, что вы подпишете, вы будете соблюдать достаточно длительный срок. Поэтому не торопите события, обратите внимание на все мелочи. Почему? Потому что это событие будет для вас ключевым, но по якорю это будет в вашей жизни достаточно долгое время. Не просто так. Это касается мужчины. Предложение от мужчины или его само появление. То есть, когда человек прям пытается вас завоевать, вызвать у вас доверие, может быть, вам помочь, кстати, дать совет. Ну, а также, между прочим, медведь у нас может проиграться как ревнивый мужчина. И вот как вы его поставите на место, так и будет развиваться ваша ситуация. Ладно, давайте смотреть, какой сферы все-таки касается это важное событие. Мгм. Ну, смотрите, на работе некий застой на работе, да. Или вам просто не до работы. Кстати, кто ищет работу, к сожалению, вы не найдете то, что искали. Почему? Потому что вам будут предлагать намного меньше, чем вы рассчитываете, поэтому это событие, я считаю, что ну, не совсем проигрывается с работой. Хотя, вы знаете, по ключу вам могут предлагать 4, вы будете рассчитывать на 8, и вы будете отстаивать свое право на это. Поэтому договориться, конечно, вот по таким картам не получится. Каждый будет перетягивать одеяло на себя. Еще вы рассчитывали, если вы работаете на себя, что вас будет расстраивать в сфере работы, что вы рассчитывали, например, на определенный объем работы, а у вас могут или клиенты отказаться от встречи, да, например, в последний момент, или же, ну, просто очень мало продаж, очень мало. То есть, видите, в 2 раза меньше. Неделя так себе, можно сказать. Но это всего лишь неделя, не переживайте, просто себя подстрахуйте, не принимайте близко к сердцу. Все наладится чуть-чуть попозже. Что еще здесь? Ну, то, что вам предлагают для соискателей, все, что вам предлагают, для вас будет, ну, просто невыгодно. Так, что еще хотела сказать? Мгм. На работе можете с кем-то поругаться, можете узнать, что у вас есть вражина в коллективе, который доносит начальству, а также вы можете узнать, что начальник заметил вашу какую-то оплошность. Поэтому, если вы что-то там не доделали, попытайтесь вот прям с понедельника это решить. Почему? Потому что могут вызвать вас на ковер. Так что поосторожнее, поосторожнее. Могут прям отчитать. Ладно, смотрим дальше. Деньги. Ждете деньги какие-то, не придут. Половина придет.
половина. Смотрите, на этой неделе, если вы рассчитываете на определенную сумму, у вас не получится ее получить. Почему? Да потому что на самом деле придется еще подождать. Вам или дадут ровно половину, или же задержат выплаты. Здесь вот такое. Еще, если вы захотите что-то купить, к сожалению, цена, по которой вы найдете именно желаемый товар, вас будет не устраивать. Отложите, отложите. Вообще здесь говорится, на этой неделе, вот отложи все покупки, прибереги свои деньги. Еще почему? Потому что, может быть, кому-то вам придется помочь. Кому-то вам придется помочь. Может быть, там мама попросит на лекарства, может быть, еще кто-то и так далее. И может быть, на детей траты неожиданные, непредвиденные. На этой неделе просто не тратьте деньги. И еще все вложения, они будут неудачными. Двойственная ситуация. Говорят одно, обещают другое. Ой, обещают одно, а делают другое. Получите в 2 раза меньше. Так, личная жизнь для тех, кто в паре. Ну, у вас тут туз пентаклей. Вот общее настроение недели может проиграться у нас именно в сфере личной жизни. Почему? Потому что здесь человек может вам предлагать серьезные отношения с перспективой на будущее, перевод отношений на новый уровень, помириться, наладить отношения, может сделать вам, если вы живете под одной крышей, приятный подарок, прям такой дорогостоящий, который прям вас вдохновит. Так. Ну да, здесь прям вы будете чувствовать себя настоящей императрицей. Приедет, увидитесь, кстати, или же здесь перевод отношений на новый уровень. А кто ругался, у кого был кризис, наконец закончите этот период. Все, здесь хорошо. 3 старших аркана, точнее 2 и туз пентаклей нам всегда говорят о том, что здесь вы получите свое, получите желаемое. Да, здесь явно была какая-то то ли ссора, то ли недопонимание. Это решится. Ну ладно, уже не будем копаться, все-таки это общий расклад, да еще недельный, да? Не будем смотреть до мелочей. Здесь явно был какой-то кризис или ситуация, которая вас немножко загоняла в беспокойство. Ну, например, мужчина не делал предложение, мужчина не вкладывался так, как надо, мужчина не проявлялся так, как надо, поругались, не звонят, пропал, да, может быть, в командировке очень сильно переживали. Вот вернется, все наладится, все будет хорошо, у вас отношения будут долгими и прочными. И вы это поймете на этой неделе. Так, для тех, кто в поиске, 8 мечей говорит нам о том, что будут какие-то ограничения. Но, скорее всего, вам будет не до поисков, это факт. Почему? Потому что здесь я вижу, что вы прям отвернуты, глаза закрыты. Может быть, вы будете заниматься другой сферой, может быть, кто-то будет вообще там в другую ситуацию. Да, подвешены. Нет, не до отношений. На этой неделе, к сожалению, двоечки, вы прям вот, знаете, будете отвернуты от поиска, знакомства и так далее. Вас будет интересовать совершенно другая сфера. События вас будут отвлекать от этого. Да и желания у вас у самой не будет. Так, смотрим неожиданное событие на неделе с 6 по 12 января. Туз Пентакли. Ну, туз Пентакли – это неожиданное предложение, неожиданно. Но я думаю, что двоечкам подойдет все-таки трактовка, когда вы в паре. К сожалению, здесь для одиноких очень как-то, ну, неожиданное событие для вас не проигрывается, потому что здесь и насчет денег, и насчет работы такого шанса нет. Здесь прям конкретно неожиданный шанс о некой стабильности, о некой длительности, о том, что, в принципе, да, для вас станет важным и так далее. Вот выпадет, как снег на голову. Ну что, удачи! Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на этот канал. А мы переходим к третьему варианту. Итак, троечки, здравствуйте, смотрим. Важное событие недели с 6 по 12 января. Угу. Угу. Смотрите, здесь у вас то ли новый друг появится, подруга, друг.
То ли друг вам, ну или подруга, да, может быть партнер, но, понимаете, по собаке это может быть интимный друг, да, ну то есть там нет-нет, да, встречаемся в постели, бывает такое. Вот он вам как будто бы откроет глаза или даст вам понять, что он бы хотел то ли чего-то большего, то ли он поможет вам в какой-то ситуации. Здесь вы можете прояснить для себя, понимаете, коса– это прояснение ситуации, то есть вот что-то уже давно развивается, да, и я бы хотела понять, что вообще между нами, к примеру. Если это касается мужчины, с которым у вас были непонятные отношения. Может быть, мужчина не действовал, может быть, мужчина не проявлялся, может быть, мужчина вот как бы с вами дружил, но непонятно, да, а что дальше. Вот вы по компасу захотите выбрать новое направление и четко дать ему понять, что мне нужна конкретика, и я хочу понять, что между нами. Если все-таки это касаемо подруги, то здесь вы можете узнать какую-то новость о человеке, которую вы не ожидали узнать. Это не обязательно плохая. Почему? Потому что здесь, может быть, вы просто посмотрите на человека другими глазами. Ну-ка, давайте смотреть, какой сферы все-таки это касаемо. Может, у вас тут в коллективе есть человек, который вам будет помогать. Так, смотрите, с начальством будьте осторожны. Здесь прям коса на камень найдет. Здесь император будет к вам придираться. Пятерка жезлов говорит о том, что будет перетягивание одеяла. Двойка пентаклей поменяет, может быть, отношение к вам или будет на самом деле не в настроении. Можете попасть под горячую руку. Хотя вы от этого, может быть, и не ожидали. От него и не ожидали. Кстати, вот здесь. Особенно, кто думает, что вы там с начальством в хороших отношениях, вот здесь начальник может на самом деле поменять отношение к вам. Будьте осторожны по императору. Можете поругаться неожиданно, не сойтись в какой-то точке зрения. Отпустите, не стойте на своем, человек не в настроении. Вот человек не в настроении. Что еще здесь? Вы можете узнать, что у вас на работе есть конкуренция. Ну, например, на ваше место претендует еще кто-то. Что если кто-то проходит собеседование, вы четко поймете, что на эту должность есть еще другие претенденты, и вам придется ждать, когда вы получите ответ. Но дело в том, что здесь пока двойственная ситуация, то есть ситуация не разрешится. То есть вы попадаете в какую-то неприятную для вас ситуацию, где человек пытается добиться своего во что бы то ни стало. Кстати, это может быть не начальник, это может быть просто человек, который очень сконцентрирован на себе. Вот с ним вы можете что-то не поделить. Ну, пятерка жезлов, да, такая напряженная. Может быть, есть какой-то проект, над которым вы хотели работать, а на него будет еще претендовать другой человек. Будете бороться за это. Ну вот будете бороться. Неприятная ситуация. Поэтому, если возможно избежать конфликта, попытайтесь это сделать. Если нет, то здесь придется очень деликатно отстаивать свое право, чтобы не создать такую критичную ситуацию. Но кто ищет работу, пока ответа позитивного я не вижу. Смотрим дальше. Деньги, деньги. Мгм. Трат будет очень много. Потратите больше, чем планировали. Так, смотрите, троечки, будьте осторожны. Почему? Потому что на импульсе поддадитесь какому-то соблазну. Ну, то есть вам это не надо, вы побежали, это купили. Зачем? Потом непонятно. Пришли домой, развернули, за голову схватились, а зачем я это сделала, да? Почему? Потому что по Луне покупки будут неудачными. Но по королю жезлов это покупка, которая будет спонтанная. Вот загорелась, а побежала, купила. Что еще здесь? Здесь может быть, что вам придется кому-то помочь, кто-то у вас будет просить помощи, но здесь я вам не советую занимать деньги. Почему? Потому что человек вам назад не отдаст. Ну, это может быть кто-то из родственников, но это мужчина. Что еще здесь? Деньги у вас есть, я не вижу здесь ни потерь, ни остановки, поток идет, вы получаете деньги, просто траты,
которые будут на этой неделе, они будут совершенно ненужными. Может быть, вам просто не ходить по магазинам на этой неделе и, как говорится, избежите ненужных покупок. Ну что, дальше. И занимать. Не стоит занимать на этой неделе. Вот прям конкретно никому никогда не занимать. Кстати, если вы в паре, у вас есть мужчина, то имейте в виду, что, скорее всего, он потратит на что-то или сделает какой-то неприятный подарок, который вообще вам не нужен будет. Будете злиться. То есть я вижу по дьяволу, прям человек злится из-за денег. Почему? Потому что поддался соблазну. Итак, королева Пентаклей у нас выпадает на отношения для тех, кто в паре. Но здесь вы будете главной, то есть королева Пентаклей будет стоять на своем, все будет у нее в руках, хорошая хозяйка, хорошая мать. Как говорится, тепло, уют и забота, которую вы будете создавать, будет оценена, кстати. Королева кубков говорит о том, что мужчина вас за это похвалит, мужчина вам признается в любви, он сделает все возможное, чтобы вы то ли отдохнули, то ли почувствовали себя женщиной. Кстати, какой-то приятный сюрприз может быть. Королева кубков побаловать вас может, куда-нибудь сводить. Ну, новость получите, новость, да? Новость о том или разговор будет о том, чтобы сделать для вас что-то приятное. Ну, вот я говорю, кто еще в паре, мужчина может купить вам что-то для того, чтобы доказать свою любовь, а вам это не понравится. Тройка мечей, да? Ну вот король жезлов, опять он выпадает. Король жезлов, который будет у нас как-то нелепо проявляться в сфере любви. Ой, что вам делать в этой ситуации? Поговорить спокойно. Кстати, если вы еще ругались, если вы поругались, между вами пауза, честно могу сказать, здесь карты советуют поговорить и прояснить эту ситуацию и уже расставить все точки над «и». Ну, то есть он проявится, мужчина проявится однозначно, будет пытаться наладить отношения, будет пытаться как-то, вы знаете, с вами вернуться в отношения, восстановить эти отношения. Но дело в том, что вам нужно поговорить и расставить всю ситуацию на свои места. Ситуация кармическая. То, какие условия вы выставите, так и будут развиваться ваши отношения. Да. Мгм. Но разговор здесь неизбежен. Разговор здесь неизбежен. Так, для тех, кто в поиске, рыцарь кубков говорит нам о том, что с кем-то вы будете встречаться. Кто-то вас заинтересует, кто-то пробьется в вашу жизнь. Давайте посмотрим, кто. Мгм. Но мужчина явно будет сразу какой-то слишком уж активный, вы будете немножко его ставить на паузу. Мужчина будет прям, вот знаете, пришел, увидел, победил. А вы ему так, знаете, альт, все, стоп, куда победил, куда поскакал, давай это, слази со своего коня, будем рассматривать ситуацию под другим углом. Ну, то есть вам захочется его узнать, дать понять, что вообще в принципе, да, вам отношения только на сексуальной основе неинтересно и так далее. Ну, то есть вы будете конкретно мужчине давать понять, что вы ищете совершенно другие отношения. Но мужчина здесь немножко притормозит, да, как говорится, поймет, какая перед ним женщина, но вот желание завоевать вас у него не пропадет. Так что тут явно будет какой-то рыцарь, который к вам прискачет и будет пытаться сделать все возможное, чтобы вы ему дали шанс для знакомства. Так что знакомство здесь неизбежно. Так, смотрим неожиданное событие на этой неделе. Неделя с 6 по 12. Ой, две карты у меня выпали. Ну, смотрите, король кубков и колесница. Кто-то может вам сообщить о поездке. Ну, то есть к вам кто-то может приехать. Это особенно вот если у вас пауза, например, или вы на расстоянии с партнером. Можете договориться о встрече. Кстати, да, можете договориться о встрече. Если же вы одиноки, ну, тут встреча с человеком, который вас заинтересует, и, как говорится, неожиданное знакомство. Здесь сфера отношений.
конкретно сфера отношений выйдет на первое место. И вам придется то ли прояснить, то ли поговорить, то ли как-то расставить все на свои места. То есть не получится сбежать от разговора, не получится как-то закрыться, вам придется все-таки поговорить. Но то, что произойдет, вас порадует. Почему? Потому что вы почувствуете себя и признанной, и желанной, и это даст вам некую такую уверенность в завтрашнем дне. Ну что, еще раз всех поздравляю с Рождеством Христовым, удачи вам, счастья и любви. И, конечно же, мира и доброты в вашу душу. Удачи вам, всего хорошего. До новых встреч. Ваша Елена.